Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя, вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как практически каждую неделю, прогноз на неделю, самое важное, на что обратить внимание в ближайшую неделю. Сейчас стихия Земля, знаки зодиака Тельцы, Девы и Козероги. Не забывайте про акцендент. Акцендент влияет на ваше состояние, на ваш характер, соответственно, влияет на ваши мысли и на ваши действия и на то, что с вами происходит. У меня даже есть несколько клиенток, которые больше походят на их акцендент, чем на именно свой знак зодиака. Он превалирует в их характере, в их поступках и в их мыслях. Поэтому акцендент очень важен. И смотрите свой знак зодиака и знак зодиака акцендента, чтобы получить полную картину. Ну и как всегда в конце 3 карты дополнительного совета и исполнение желаний, ответ на вопрос. У каждого из вас что-то свое, поэтому в конце видео вы можете получить еще ответы на именно ваши вопросы. Сейчас, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь, а смех продлевает жизнь. И я каждый раз говорю о практике посмеяться над проблемой. Озвучьте проблему и посмейтесь над ней. Можно озвучить проблему, подойти к зеркалу. Если не получается смеяться, сделайте какое-то выражение лица, которое вызывает в вас смех. Искусственно вызовите смех. Попробуйте. Помогает. Ну что, начинаем с Тельцов. Посмотрим, что же самое важное было бы здорово вам знать в ближайшую неделю. Самое важное в ближайшую неделю – перестать переживать по любому поводу. У вас и не важно, какая это задача или проблема, вы сразу будете начинать переживать, сразу начинать будете себя накручивать, сразу будете начинать настраивать себя на негативный исход. И, соответственно, вы сконцентрируете свое внимание на этом и можете притянуть именно ситуации, в которых уже, в большинстве случаев люди переживают. Ни ревность, ни переживания не имеют под собой почвы из того, что я вижу здесь. Чем больше вы переживаете, чем больше вы ревнуете, это и для мальчиков, и для девочек, тут еще и входит в картину еще и ревность. Чем больше вы это ощущаете, чем больше вы концентрируетесь на этом, тем больше шансов, что именно это и произойдет. Ведь мы то, на чем мы концентрируемся. Помните об этом. Если даже будут происходить ситуации проблемные, я уже сказала, одну практику я уже вам дала, это посмеяться над проблемой, а также прежде всего успокоиться и понять, что из любой ситуации есть как минимум 2 выхода. И один из них – это если вы будете переживать, стенать и концентрироваться на негативе, и, соответственно, выход будет негативный, не такой, как вы бы хотели, как вам кажется. Вам кажется, что вы хотите одного, а на деле получается другое. Если вы проанализируете вашу концентрацию, ваши мысли и ваши эмоции, вы поймете, что именно то, что вы эмоционировали, то и происходит. Может быть, не точная ситуация, которую вы проигрывали в своей голове, но настрой и настроение точно такое. Подумайте
об этом, поэтому не переживайте по поводу и без повода. Без повода говорят карты. Смотрим Дев. У вас прекрасная неделя идет, настраивайте себя на успех, настраивайте себя на то, что все будет даваться довольно легко. И главное, все равно не переусердствовать с эмоциями. Слишком яркие эмоции, особенно для принятия решений, неприемлемы, даже если это позитивные эмоции. Любые решения должны приниматься, когда вы успокоились, когда у вас более аналитический подход ко всему. Поэтому смотрите, потому что причин для радости будет много. И радуйтесь, обязательно принимайте радость, обязательно культивируйте это в себе. Единственное, что, когда надо принимать какие-то серьезные решения, нужно успокоиться, привести себя в более сбалансированное состояние и только тогда принимать решение. Почему я сказала это «но», потому что я увидела ситуации у некоторых из вас, где под большими эмоциями, под сильными эмоциями, да, позитивными, вы все равно можете принять какое-то неправильное решение. И потом, когда такое происходит, человек говорит, ну, конечно же, жизнь – это зебра. А вы просто под эмоциями, да, прекрасными эмоциями приняли не то решение, что нужно вам, и, соответственно, уже потом, когда проанализировали принятые решения, поняли, что это не совсем то, чего вы хотели. Поэтому думайте об этом. А так, прекрасная солнечная неделя именно вокруг вас. Я не знаю, что будет с погодой, но именно вокруг вас прекрасная солнечная неделя, мои дорогие девы. Я знаю, что вы любите планировать, что вы любите, я иногда говорю, что девы – это скучные создания, потому что вы любите, чтобы все шло по плану. Вы не очень любите сюрпризы. Вы не очень любите, когда ситуации выходят немножко не по вашему плану. Вы сразу начинаете переживать и нервничать, и, конечно же, раздражаться. Вот. Ну а тут могу сказать по Солнцу, что 99,9% ваши планы сработают. Поэтому радуйтесь и принимайте. Козероги. Ну а вам, мои дорогие козероги, надо перестать переживать. У вас что-то таки происходит или будет происходить не совсем то, что вы бы хотели увидеть. Могут появиться какие-то задачи, я не буду говорить слово именно в этом контексте, я не скажу другое слово, более тяжелое. Будут задачи, которые будут требовать решения. И так как вы сильно эмоциональны, то вам будет нелегко найти эти решения. Карта говорит о том, что перестаньте переживать, перестаньте концентрироваться на отсутствии решений, на отсутствии выхода. Просто успокойтесь и попробуйте рассмотреть ситуацию с разных сторон. Вы найдете выход, потому что, я как говорю, всегда, вот для тельцов это тоже было актуально, там немножко другой уровень, потому что тут я вообще сказала без причин. Тут будут причины для того, чтобы, может быть, чуть-чуть волноваться, но не переживать. И, конечно же, не крутите постоянно в голове вашу задачу даже. Концентрируйте свое внимание на моментах выхода из ситуации, на моментах, как можно решить эту задачу. И тогда вы точно ее решите. Иначе вы себя можете вогнать в не очень хорошее состояние, и, соответственно, никаких подвижек не будет. Чем больше вы будете
плакать, стенать, переживать, тем дольше вы не сможете найти выход из тех ситуаций, которые встанут перед вами. Это может касаться работы, карьеры, бизнеса, это может касаться здоровья, это может касаться межличностных отношений тоже. Поэтому смотрите, от вашего внутреннего состояния зависит практически все здесь. Ведь все ситуации, которые будут происходить, притянули вы сами. Помните об этом. Ну и общий совет для стихии. Действуйте и действуйте уверенно. Если вы в чем-то не уверены, попросите совета. Тут женщина вам в помощь, женщина старше 45, рыжий цвет волос, женщина яркая, женщина открытая, женщина, которая владеет вопросом, который вас волнует. Так вот, если не уверены в правильности решения и в правильности ваших действий, спросите совета у этой женщины. Я вам ее описала. Вот я честно говорю, вижу вот именно рыжеватый цвет волос, высокая и яркая. Вот это то, что я увидела. Поэтому посмотрите вокруг. Я больше чем уверена, что эта женщина подойдет по описанию, но я не могу быть уверена на 100%, а тем более, что это общий расклад. Поэтому спросите совета. А так, если вы уже решили что-то делать, и вы уверены, сами уверены в вашем решении, вперед и только вперед. Ну что, задавайте вопросы, загадывайте желания и думайте о своих целях. Подумайте о целях, подумайте, чего вы точно хотите. Ну, а я выложу по одной карте, и мы посмотрим дополнительный совет от послания стихий Ларисы Ренар. И, конечно же, что же может произойти с вашим желанием и что же сделать для того, чтобы оно исполнилось. Это и будет дополнительный совет. Ну что, смотрим, тельцы. Девятка мечей, девятка воздуха. У вас есть все, чтобы вы получили желаемое. У вас есть превосходство, у вас есть знания, у вас есть умение, у вас есть все. И только ваша уверенность, ведь окончательно это слово за вами, ваша уверенность и ваши действия могут исполнить ваше желание. И опять же, по этой карте, тут эта карта говорит, вы слишком сильно переживаете, что ваше желание не исполнится. Тем самым вы отдаляете его исполнение. Отбросьте переживания. Знайте, что все в ваших руках, и поменяйте фокус внимания на результат, и тогда ваше желание исполнится. В ближайшую неделю может, но я больше вижу позже. Ну и ответ на поставленный вопрос, если у вас есть вопрос, ответ на сегодняшний день, из того, что я вижу, здесь он или совсем не придет, или придет не то, чего вы ожидали. Перефразируйте, поменяйте свое внутреннее состояние для того, чтобы получать те ответы, которые вы хотите. Девы, у вас получается, что вас узнают, вами будут восхищаться и будут вам выражать знаки внимания. Если ваше желание связано с межличностными отношениями, оно исполняется. Тут еще, если говорить об этой карте, очень часто и многим из вас, если это не касается межличностных отношений,
исполнению желаний мешает прошлое. Что-то из прошлого не дает вам выйти за определенные рамки и исполнить ваше желание. Избавьтесь от прошлого, поблагодарите его, извлеките опыт и оставьте его там, где ему место, в прошлом, и ваше желание исполнится. Ну и козероги, что-то я хочу сказать, у вас, у всех земляных знаков происходит что-то, что вы не туда смотрите для исполнения вашего желания. По восьмерке воды у вас такое ощущение, что ваше желание ускользает от вас. У вас такое ощущение, что вашему желанию невозможно сбыться. Пока у вас будет это состояние, оно действительно не сбудется. Тут еще карта говорит, что для того, чтобы ваше желание исполнилось, вам надо повернуть фокус внимания. Не там вы ищете. И хочу сказать, тут еще идет паузы, капризы, ускользание. Это как бы ключевые слова этой карты именно в этой колоде. Вы хотите определенным образом чего-то достичь, но из-за того, что Вселенная имеет немножко другие планы на исполнение вашего желания или достижение вашей цели, у вас получается, что ничего не получается, и, соответственно, это вызывает у вас недовольствие. Поэтому плывите по течению варианта, по пространству вариантов. Вселенная даст вам вариант самый подходящий для вас. Доверяйте, научитесь доверять Вселенной. Вот такая неделя. Ну, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте палец вверх. Это и ваша благодарность, и ваша плата за то, что я для вас делаю. Ну и, конечно, чтобы мои советы действовали, обязательно ставьте пальчик вверх и, конечно, колокольчик. Колокольчик даст вам возможность не пропускать новые видео, которые выходят каждый день. А я желаю вам счастья по умолчанию. И помните, счастье – это состояние души. Оно не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Поэтому будьте счастливы. Я люблю вас, мои дорогие. Пока!